мире знают много популярных сюрреалистов. Первый среди них, конечно же, Сальвадор Дали, Магрит, Кирико, Дельво. И, к великому сожалению, мало кому известен Феликс Лабис. А между тем, он не только один из крупнейших сюрреалистов 20 века, но и потрясающий театральный декоратор, ведь именно он создал декорации для процесса Кафки, поставленного великим французским режиссером Жаном Луи Барро. В то время сюрреалисты искали выход в подсознательное через сны, мифы и философию. Феликс Лабис шел своим путем. Его фантастические образы, эротизм, театральность и страсть к необычным цветовым сочетаниям делают его уникальной фигурой среди художников той эпохи. Почему его картины высоко ценят в частных коллекциях, а в России о нем почти ничего не знают? Феликс Лабис, годы жизни 1905-1982, французский художник-сюрреалист, иллюстратор и театральный декоратор. Он родился 9 марта в Маршенне, но детство провел в Дуэ, куда вскоре переехала его семья. Юные годы художника пришлись на период Первой мировой войны, во время которой он пережил сильную психологическую травму из-за бомбежек. В 1922 году он начал рисовать, не имея при этом классического художественного образования. Спустя год его семья перебралась в Остенде, на бельгийском побережье, где его отец организовал бизнес в сфере морского рыболовства. В 1924 году Лабис прошел службу в армии в Камбре, а уже с 1927 года начал делить свою жизнь между Парижем и бельгийским побережьем. Именно в Остенде он познакомился с художником-экспрессионистом Джеймсом Энсером, чье творчество оказало на него глубокое влияние. С начала 30-х годов Лабис начал сотрудничать с театрами как сценограф, а в 1935 году вошел в круг сюрреалистов. Его друзьями и соратниками стали Поль Дельво, Макс Эрнст, Андре Массон и Рене Магрит. Его живопись приобрела узнаваемый стиль, в нем появились гибридные существа, необычные формы и чувственные образы. Особенно известна серия «Синих женщин», начатая в 1960 году. Среди них выделяется работа под названием «Бирюзовая ванна», которая является частью его серий «Синих женщин». В отличие от Рене Магрита, склонного к философским парадоксам и визуальным головоломкам, Лабис действовал более инстинктивно и чувственно. Его полотна не столько задают интеллектуальные вопросы, сколько провоцируют эмоциональный отклик. От Макса Эрнста он унаследовал любовь к метаморфозам, а у Поля Дельво – внимание к женской фигуре, но всегда переосмысливал эти влияния по-своему. Лабис словно соединял театр, живопись и эротическую фантазию в едином сюжете, создавая атмосферу магического реализма. В его творчестве синие женщины, животные мутанты и декоративные элементы сливаются в странные сцены, будто вырванные из снов с элементами карнавала. Его искусство ближе не к философии, как у Андре Бреттона. Участник парижской и бельгийской богемы, он вращается в кругах сюрреалистов, но всегда сохранял независимость, скорее был вольным художником в их компании. В 1947 году Ален Рене снял о нем короткометражный фильм «В гостях у Феликса Лабиса». В 1973 году в музее Бойманса ван Бёнингена в Роттердаме прошла большая ретроспектива его творчества. Феликс Лабис скончался 27 января 1982 года в Ней-сюр-Сен. Хотя его работы хранятся в ведущих музеях Франции, Бельгии и США, в том числе и в музее Соломона Гюгенхейма. В России они почти неизвестны. Большая часть его произведений находится в частных коллекциях и высоко ценится на международных аукционах. В 1996 году уже посмертно Лабис был удостоен членства во Французской академии изящных искусств.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.